Всем привет, друзья! Салам алейкум! Сегодня будем готовить поистине достойное блюдо под названием люля-кебаб. У меня сегодня баранина. Будем использовать бараний жир, лук и немного специй. Для начала у меня была задняя часть барана. Чтобы не тратить ваше время, я ее подразобрал. И сегодня будем использовать мясорубку для того, чтобы измельчить наше мясо. Вы можете использовать и ножи, топорики. В домашних условиях это более-менее напряжно, потому будем использовать просто нож и мясорубку. Для начала нам нужно будет удобными кусками для мясорубки нарезать ингредиенты. Для начала нарежем курдючный жир. У меня баранины 2,5 килограмма. Курдючного жира я использую в районе 170-200 грамм на каждый килограмм. И лука практически так же. Нарезали курдюк. Перекладываем в емкость. Если у вас дома нет весов, это приблизительно средняя луковица 170 грамм. И можете маленькую добавить, будет в районе 200. И на такие же небольшие кусочки будем нарезать наше мясо. С них вот отличный шашлык можно будет уже с таких кусочков делать. Друзья, отличное свежее мясо. Молодой барашек был. Задняя часть буквально у меня завесила на 2,5 килограмма. Дорогие друзья, не забывайте подписываться, кто еще не подписан по каким-то причинам, на мой кулинарный канал. Ролики выходят регулярно, потому не забывайте про колокольчик. Обязательно нажмите галочку, чтобы не пропускать новые видео. Отлично перемололи мы лук, мясо и курдючный жир. На 1 килограмм буду использовать чайную ложку соли. Также из приправ буду использовать чайную ложку кориандра. Измельчим в ступке. Пол чайной ложки черного перца. И также буду использовать зиру. 3 чайные ложки. Все перемалываем. Засыпаем ароматные специи. Запах просто обалденный. И сейчас все хорошенько перемешиваем. Вымешивать приблизительно нужно будет минут 15, чтобы волокна разошлись и перемешались мясо со специями полностью. Вот можно видеть, расходится по волокнам. Когда вы мешаете, очень эффективно. Когда вот так вот кулаком тоже вминать, тоже дает свои плоды. Гарантирую, если вы приготовите по этому рецепту, будет очень вкусно. Или напишите в комментариях, какие у вас есть рецепты, как вы готовите люля-кебаб. Делаете вы это через мясорубку или как-то ножиками, топориками. Мне будет приятно почитать, обязательно пишите. Друзья, далее берем такой небольшой шарик. И где-то от 10 до 15 раз его надо таким образом отбить. Это просто обязательно. Вот видите, волокна какие расходятся. И тогда шампура у вас никогда не упадет. Кебаб. И после того, как вы поотбивали, и плотненько складываем в ту посудину, которую вы можете положить в холодильник. И далее так же само. Берем небольшой шарик и начинаем отбивать. После того, как отбили мясо и сложили в емкость, сверху обязательно приминаем,
чтобы оно уплотнилось. Жир тогда, когда мы его поместим в холодильник, он тогда застынет. Никогда не помещайте фарш в такие глубокие какие-то посудины. Обязательно, чтобы он такое было небольшое, тоненькое. Тогда он остывает равномерно, и вам будет удобно брать фарш непосредственно, когда вы будете лепить. Вы можете жарить уже через несколько часов, но если вы оставите, допустим, на сутки, на ночь, он будет в разы вкуснее. Так мы и поступим. Встретимся завтра. Друзья, и снова здравствуйте. Наш кебаб, вернее фарш, уже замариновался. Сейчас приготовим маринованный лук к нему. Для этого я буду использовать красный лук. Он намного слаще и вкуснее, чем обычный. Нарежем его полукольцами тоненько. Пересыпаем его в емкость, в которой будем мариновать. Далее я буду использовать зелень, укроп и петрушка. Мелко нарезаем. Отлично. Далее придадим нашей заправке кислинки. Будем использовать лимон. Выдавим из него сок. Обязательно присолим и добавим немного сахарного песка. И тщательно все перемешиваем. Ароматный лук с зеленью оставляем мариноваться где-то приблизительно на час-полтора. Друзья, угли практически прогорели. Пришло время нанизать на шампур наш кебаб. Для этого вам понадобится шампур, можно использовать любой. Вам понадобится холодная вода и, естественно, фарш. Изначально мочите руку в холодную воду. Возьмите порцию фарша приблизительно 100-150 грамм. И плавными действиями опускайте фарш вдоль шампура, при этом смачивая водой. Вам нужно предварительно будет замерить ширину вашего мангала, для того, чтобы знать, какую конкретно люляшку, я имею в виду длиной, вам делать. Используйте 3 пальца. Он регулирует толщину самого люля-кебаба. Вот видите, у меня такой равномерный получается. В конце, конечно же, заминайте. Сейчас я измерю. Вот, отлично. У меня приблизительно вот так вот получается. Также вы можете сделать такие узорчики, слегка придавив фарш. Вот, отлично. Видите, какой красивый люля-кебаб у вас получится. Еще раз вам покажу. Сбить нужно шарик для того, чтобы было минимально воздуха. Видите, сразу же изначально начинает фарш прилипать к рукам. Используем воду, часто смачиваем и таким образом распределяем вниз. Ничего сложного здесь нет. Вот. Раз, воду и погнали. И не забываем сделать люля-кебаб красивым. Он будет хорошо смотреться при подаче. Ребят, угли хорошо прогорели, потому что для люля-кебаб нам нужен жар прям максимальный. Распределяем и начинаем жарить. И выкладываем кебаб на мангал. Сейчас буквально проходят секунды. Как раз выложим кебабы и сразу нужно будет переворачивать, потому что они прихватываются. Нам самое главное, чтобы они прямо сейчас хорошенько прихватились. Вот, подвинем. Вот видите,
Сейчас первый вот переворачиваю. Видите, белок схватывается. И нам нужен прям максимальный жар. Сейчас жирок будет капать. И кебаб наш будет приобретать шашлычный вкус. Друзья, смотрите, уже подрумянивается. Еще пару минут и будем снимать. Сок прям льется, сочный. Сочный, хороший кебаб будет. Лавашек разогреем, пропитается нашим люля-кебабом также. Ребят, буквально 5 минут прошло, люля-кебаб готов, пора снимать. Горячий еще. Обязательно на кебаб, чтобы прогрелся маринованный лучок. Запах просто шикарнейший. Так, хорошенько сверху. Друзья, спасибо за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь моими роликами со своими друзьями. Еще горячий. Друзья, смотрите, сочнейший кебаб. Попробуем с соусом. Просто нежнейшая. Это очень вкусно. Друзья, готовьте по моему рецепту. Спасибо, что посмотрели мой ролик до конца. И как всегда, всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписаться на канал.